середине прошлого века в СССР появился человек, который, по воспоминаниям современников, мог предсказывать погоду с точностью, недоступной даже современным прогнозистам. Анатолий Дьяков, метеоролог и астроном, прославился на весь мир после того, как в 1966 году предсказал разрушительный ураган Инес, который обрушился на Карибский регион. Дьяков, проанализировав данные о солнечной активности, отправил телеграмму в адрес кубинского правительства с предупреждением о грядущей катастрофе. Ураган Инес обрушился на Карибы, изрядно потрепав Гваделупу, Санто-Доминго и Гаити. Однако Куба, благодаря своевременному предупреждению, смогла избежать значительных потерь. Фидель Кастро лично выразил благодарность советскому ученому. А как же живут и работают метеорологи в наши дни? Особенно те, которым приходится вести наблюдение за погодой в условиях крайнего севера. Сколько получают представители северных профессий и чем им приходится заниматься? Сегодня мы покажем, кто такие повелители ледяных трактов и почему энергетик часто считается самым важным человеком в арктическом поселке. Поехали! Зимник — это не дорога. Это временная транспортная иллюзия. Автозимники прокладываются по замерзшим рекам, озерам и болотам, когда лед набирает достаточную прочность. А есть еще проселочные зимники — по тундре, где летом непролазная грязь. Диспетчер зимника — это бог и царь на этом участке. Он не сидит в уютном офисе, его пост часто вагончик или модуль где-нибудь на ключевом перекрестке ледяных путей. В обязанности диспетчера зимников входит контроль состояния льда. Его толщина, трещины, наледи. От этого зависят критически важные вещи: регулирование движения, интервалы между проходом транспорта и допустимая нагрузка на зимник. А самое главное — объявление сроков открытия и, что критически важно, закрытия трассы. Слово диспетчера зимника — это закон для дальнобойщиков, везущих топливо и продукты в отдаленные северные поселки. Одна ошибка в расчетах, и многотонная фура может уйти под лед. При этом зарплата представителей этой профессии варьируется в среднем по рынку от 70 до 120 с лишним тысяч рублей, в зависимости от конкретного региона и компании-оператора. Но это деньги за жизнь в изоляции и колоссальную ответственность. Если диспетчеры контролируют уже готовую дорогу, то ледовые разведчики ее создают. Они первыми проходят по маршрутам будущих зимников, ведя за собой тяжелую технику. В их обязанности входит постоянный мониторинг структуры и толщины льда. Для этого ледовые разведчики бурят лунки и используют спецприборы, с помощью которых ищут безопасные проходы через торосы. И это уже не говоря о проверке навигации в условиях белой мглы или пурги, разведки переправ через реки. За такой тяжелый труд ледовые разведчики получают от 80 до 140 тысяч рублей. Часто это вахтовики с огромным опытом работы водителями или бывшие военные топографы. На севере егерь — это не тот, кто организует охоту для богатых клиентов. Это государственный инспектор, часто единственный представитель закона и науки на территории в миллионы гектаров. Его дом — тайга или тундра. В обязанности северного егеря входит учет численности животных, следовые работы, фотоловушки, борьба с браконьерством, экологический мониторинг, подкормка животных в бескормицу и даже спасение попавших в беду людей. При этом, к сожалению, егерь — одна из самых низкооплачиваемых северных профессий. За свой труд егеря получают 40-70 тысяч рублей. Так что для многих это скорее труд по призванию. В условиях, когда за окном минус 50, а до ближайшей ТЭЦ 500 километров, энергетик становится самым важным человеком в поселке. Ведь от него зависит не только электричество, но и тепло, то есть сама жизнь. В обязанности северного энергетика входит обслуживание местных дизель-генераторных или котельных станций, ремонт ЛЭП в условиях вечной мерзлоты и ураганного ветра, постоянная борьба с обледенением проводов. Зарплата у таких важных для поселения людей довольно высокая – от 100 до 200 тысяч рублей. При минус 54 на одной из удаленных подстанций полетел силовой трансформатор. Поселку грозила полная заморозка за несколько часов. Вертолет не мог подняться, так что бригада из 3 человек поехала на место аварии на вездеходе.
Дорога заняла 6 часов. Работать на улице с металлическими инструментами можно было только по 10-15 минут, даже в специальных костюмах, иначе руки примерзали к металлу. Основной ремонт вели в смену. Двое работают, третий отогревается в работающем вездеходе. Энергетики экстренно меняли узлы в тонких термоперчатках, потому что иначе не чувствовали мелкие детали. Задача, которая в нормальных условиях заняла бы 3 часа, растянулась на почти сутки. Когда свет и тепло вернулись в спасенный поселок, энергетики просто уснули в дизельной, не в силах даже дойти до гостиницы. На удаленных полярных станциях, где порой работает 2-3 человека, метеоролог — это и техник, и ученый, и выживальщик. Их данные критически важны для прогнозов погоды, для навигации, для науки о климате. В их обязанности входит ежедневный, строго по графику, сбор данных. Температура, давление, влажность, ветер, облачность, высота снежного покрова, состояние льда, редкие оптические явления. А еще обслуживание сложной аппаратуры, которая постоянно норовит выйти из строя на морозе. За такой труд северные метеорологи получают 60-90 тысяч рублей с учетом северных надбавок. Вот как описывал свой труд в дневниках метеонаблюдатель с Таймыра. Была у нас молодая практикантка из Питера. И вот ее первая самостоятельная ночная смена. А ночь полярная, пурга. Нужно выйти на метеоплощадку в 3:00. Она оделась, вышла, а через положенные 10 минут не вернулась. Выглянул, видимость 0, следы уже заметает. Кричу, ветер голос уносит. Схватил веревку, привязался у двери и пошел как альпинист. Нашел ее метров в 20 от дома. Она просто сбилась с направления и кружила на месте, уже в панике. Отвел ее, отогрел. После этого она стала самым педантичным наблюдателем у нас. Потому что поняла, каждая запись в журнале — это доказательство, что мы здесь еще, что мы боремся со стихией и побеждаем ее, наблюдая за ней. Эти люди не ждут аплодисментов. Но именно они, диспетчеры, разведчики, егеря, энергетики и метеорологи, сплетают ту самую невидимую сеть, на которой держится жизнь в самых суровых уголках нашей планеты. Они напоминают нам, что даже в эпоху спутников и интернета последний рубеж всегда остается за человеком. Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. На прощание напишите в комментариях, какие истории про представителей северных профессий показались вам самыми интересными. Поделитесь своими мыслями на этот счет под этим видео. А еще не забудьте подписаться на наш канал и активировать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы будем очень признательны вам за лайки под этим видео. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!